Приветствую на своем канале. Вы смотрите очередную серию о постройке модели Phantom. Если вы не смотрели предыдущие серии, можете перейти и ознакомиться по всплывающей подсказке. В этой серии будут уже финальные доработки по кабине и фюзеляжу, а также улучшение детализации ниш шасси и подготовим самолет к покраске. Начну с доработки ELS. Для создания переливающегося эффекта на линзе проектора я использую вот такие голографические пленки. Я не знаю, как правильно они называются, вообще они используются для маникюра, но идеально подходят для моих задач. Первым делом я беру саму линзу и приклеиваю к пленке на прозрачный глянцевый лак. Клей лучше не использовать, он может съесть пластик и сделать его матовым, или вообще расплавить пленку. Затем обрезаю излишки пленки и линза готова. Остается только приклеить на свое место на клей ПВА. Далее подкрашиваю в черный торцы экрана ELS. Затем вклеиваю на место и для большей прозрачности наношу прозрачный лак Futura. Следующий этап в улучшении кабины – это создание зеркал. Можно, конечно, их просто покрасить в какой-нибудь хром или серебро, чтобы имитировать зеркало. Но есть вариант намного интереснее. Я для этого использую самоклеющуюся зеркальную панель. Такую можно найти в мебельных магазинах или же заказать на AliExpress. По сути, это уже готовое зеркало, нанесенное на тонкий слой пластика. Так что остается вырезать то, что нужно, и снять защитную пленку. Чтобы было проще вырезать, я нарисовал на кусочке малярного скотча нужную деталь, а затем использовал его как лекало. В этом наборе не было замков фонаря кабины, так что делаю их из куска проволоки и приклеиваю к ним декали на ПВА. Ну вот и пришло время сборки фюзеляжа.
принципе, все детали стыкуются между собой без особых проблем, кроме одной. Это модуль дозаправки. Из-за моих доработок по кабине он не влезал на свое место, поэтому его пришлось подпилить. Но это не страшно, так как он все равно будет в закрытом состоянии. После сборки всего фюзеляжа настало время для самого нудного и нелюбимого мной этапа. Это подгонка швов. Это самый длительный процесс, который требует очень много терпения и сил сделать все качественно. Для начала нужно убрать ступеньки там, где детали стыковались криво, затем заполировать следы обработки, замазать швы стыковки там, где их быть вообще не должно, например, в этих местах. Чтобы заполнить щели, я наношу шпатлевку, стараясь сделать это как можно аккуратнее и наносить только на шов. Затем зубочисткой как бы вдавить ее внутрь шва. И уже после убрать излишки. После того, как основные щели замазаны, нужно дать хорошенько высохнуть. Для такой шпатлевки, как у меня, это не менее чем 24 часа. Только после полного высыхания можно переходить к дальнейшей обработке. Когда работы с наждачной бумагой закончены, можно восстановить расшивку и заклепку. На остеклении кабины присутствует шов от формы литника. Его нужно аккуратно соскоблить ножом. Далее шлифую наждачкой 2000 грит, затем 5000 грит и 10 000 грит. Следующий шаг — это купание прозрачных деталей в лаке Futura.
он же Pledge. Вообще, это лак для деревянных полов, но в моделизме он просто незаменимая вещь. После купания деталей в лаке их нужно положить в какой-нибудь контейнер, чтобы защитить от пыли. Также нужно обязательно на дно положить бумажную салфетку, чтобы излишки лака впитались. В таком виде отправляем сохнуть минимум на 24 часа. После высыхания лака прозрачность деталей просто потрясающая, как будто они сделаны из стекла. В передней части фонаря находится бронестекло, характерного бирюзового цвета. Вообще оно варьируется даже на одних и тех же модификациях самолета от голубого до зеленого. Я же решил смешать бирюзовый цвет с большим уклоном в зеленый. Наношу тонким слоем, после высыхания еще раз купаю в лаке Futura, чтобы убрать шагрень и сделать этот слой более глянцевым и прозрачным. После полного высыхания подготавливаю остекление к покраске. К сожалению, Futura нельзя использовать с жидкими масками, они испортят покрытие. Поэтому приходится делать маски самим из малярного скотча. Перед тем, как установить остекление, надо приклеить зеркала. Для того, чтобы это было проще сделать, просверлю небольшое углубление сверлом 0,4 мм. Крепление же зеркал сделаны из проволоки 0,3 мм. Приклеиваю их на место на цианокрилатный клей. Вооружившись кучей референсов и терпением, приступаю к доработке ниш шасси. Я использовал для этого различные проволоки и кусочки литника. Конечно же, копировать с точностью до каждого провода нереально, их слишком много. Да и по фотографиям не всегда понятно, что, куда и как проложено. Так что я просто скопировал наиболее узнаваемые характерные элементы и узлы, а также примерное положение основных проводов. Остальное — полет фантазии.
В нишах основных стоек шасси я заметил наличие выпуклых заклепок, так что меня не устраивает абсолютно ровная и гладкая поверхность в этом наборе. Исправляю это мелкими точками шпатлевки. Так как я хочу, чтобы я мог открывать остекление, чтобы можно было лучше рассмотреть внутренности кабины, я приклеиваю остекление на блютак. Это такой временный клей, который похож на что-то среднее между жвачкой и пластилином. Ну а далее приступаю к грунтовке. Благодарю за просмотр данного видео, ставь лайк, если тебе понравилось, пиши комментарий и подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующее видео. До следующей серии.